Привет, ребятушки! С вами снова Андрей. И мы продолжаем говорить про лучший вид транспорта. Это электротранспорт. И про лучший вид электротранспорта. Это электросамокаты. Обсудим мы с вами сегодня такую важнейшую тему, как обслуживание контроллера, нулевое ТО, его охлаждение и подготовка к разгону, или как его еще называют, форсирование или форс. Обслуживание это уже производится с опытом моей езды на электротранспорте, с опытом работы с другими контроллерами. То есть это уже какие-то новые, более усовершенствованные технологии, которые я применил в 2024 году, на последних контроллерах. Из ряда контроллеров, которые у меня были, а было их штук 5 или 6, все-таки я решил остановиться на вот этом контроллере Yunli. Написано, что он 50 плюс-минус 1 ампер. Это все дело такое наживное. Поговорим об этом чуть-чуть дальше. И, соответственно, комплектный курок к нему QS S4 на аналоговом управлении и 6-проводном подключении. Этот контроллер на выходе он оказался самым оптимальным из тех, что я тестировал, наиболее удовлетворяющим моим требованиям к контроллеру. Про требования смотрите в предыдущем видео на канале. Оно называется «Как выбрать контроллер». И вот, так как я остановился на нем, то есть он меня больше всего устроил. Но опять же таки, это бюджетный контроллер, он не идеальный. И, соответственно, надо довести его до ума, чтобы он ездил долго, далеко, надежно и безотказно. А как это сделать, мы сегодня обсудим с вами вместе в этом ролике. Этот контроллер я уже купил про запас, пусть лежит. Рано или поздно, но его время, возможно, придет. А обслуженный контроллер уже стоит в самокате, я на нем благополучно езжу, очень доволен и бед и горя не знаю. Поездил я в стоке на нем, там 1000 или 2000 километров, вижу, что он меня устраивает, и, соответственно, надо его разбирать и обслуживать, и это, скажем так, достаточно длительный процесс, непростой, и надо все сделать грамотно. Потому что, даже сборка батареи, она не была такой сложной, как обслуживание контроллера. То есть она была долгой, но по сложности она ниже чуть-чуть, или не чуть-чуть, чем обслуживание контроллера. Дальше по сложности, по убывающей, это были какие-то доводки по раме, до пилы. И, наверное, самое простое — это обслуживание мотора. А вот с контроллером возникало очень много каких-то непростых, нестандартных задач, Их приходилось решать, с ними разбираться. И поэтому вот это все надо делать очень вдумчиво, не торопясь, потому что сделаешь одну ошибку, и, в принципе, потом контроллер уже можно выкинуть. Значит, первым делом при обслуживании контроллера надо разрядить конденсаторы еще до его разборки, чтобы они, во-первых, не шибанули вас током, потому что 70 вольт, они уже немножко кусаются. А во-вторых, чтобы они не сожгли что-то на плате. Например, процессор, который питается всего лишь 2 вольта, 3 вольта, новые типы процессоров. Значит, разрядка конденсаторов проходит в 2 этапа. Первый этап — это вы отключаете питание батареи при включенном курке. Желательно это делать со Smart BMS, чтобы не было искр на контактах. И через секунду или две курок забирает на себя питание, гаснет,
И уже как бы на конденсаторах на плате остается уже не 70 вольт, но и не 0. Я делал замеры, там оставалось где-то вольт 12-13. И если каким-то чудесным образом, да, вы где-то отверткой коротнете дорожки, да, или каким-то проводом на процессор попадет 13 вольт, он нахуй сгорит, сами понимаете. Поэтому второй этап разрядки конденсаторов: берете обычную лампочку, 60 ватт, 100 ватт, да, лампу накаливания. Чем мощнее, тем лучше. Если есть на 200, на 300, вообще шикарно. Вот. Лампа в патроне, от патрона идут провода. И вот здесь вот, да, на коннекторе контроллера вы ставите провода, секунд 10 держите. Конденсаторы через лампу дополнительно медленно разряжаются. И в итоге по замерам, которые я произвел, на плате плюсовая, минусовая, силовые дорожки, остается напряжение ниже вольта. То есть там где-то 0,8, 0,9 после 10 секунд выдержки лампы. Вот. Это сделать обязательно и необходимо перед любыми работами по обслуживанию контроллера. Потому что если вы это не сделаете, вот, потом может быть беда. Потом, собственно, идет разборка контроллера, снятие вот этой ебучей пластины, которая нахер никому не надо. И уже после съема этой пластины мы можем достать плату, посмотреть, что и как на ней устроено, да, и что она из себя представляет. Первым делом я, конечно, отфотографировал плату, и, честно сказать, это было нелегко сделать с телефона. Но выставил максимальное разрешение, включил наиболее мощный свет, поставил рассеиватель и получил вот такие вот две замечательные фотографии, которые вы сейчас видите на экране. Эти снимки дали мне возможность, да, рассмотреть, что там как устроено, какие детали, некоторые маркировки на деталях, да, и иметь возможность эти снимки, да, там для консультации отправить своим коллегам, чтобы они мне что-то подсказали, да, и в будущем более эффективно, да, обслуживать этот контроллер, работать с ним. Естественно, сразу же после того, как я сделал фото платы с двух сторон, я отфотографировал транзисторы и посмотрел маркировку транзисторов, потому что это очень важный момент, надо понимать, да, на что ты можешь рассчитывать. Вот такие вот фото транзисторов, я на них посмотрел. И, соответственно, следующим этапом было залезть в интернет и посмотреть на них даташит. Итак, что мы видим по даташиту? По даташиту мы видим допуск до 100 вольт, сопротивление 3 миллиома и ток одного ключа 120 ампер. Показатели, конечно, не настолько топовые, как у самых лучших SMD транзисторов, но все-таки это и не SMD транзисторы, то есть это вывод идет на трех ножках, во-первых, а во-вторых, это бюджетный контроллер, поэтому я считаю, что эти характеристики более чем. 100 вольт это хороший запас по напряжению для всплесков с батареи обратных, допустим, при работе рекупа. 3 миллиома, это тоже как бы не сильно плохой показатель по сопротивлению. И 120 ампер, в принципе, достаточно приличный показатель по току. Если мы говорим, да, про контроллер слайки, да, и про те мосфеты, которые стояли в нем, по-моему, там допуск по напряжению был только до 80 вольт.
Токи были что-то в районе 100 ампер на транзистор, а не 120. И сопротивление было 5,5 миллиом. Это шестифетовый транзистор на 6 ключей. А здесь у нас уже идет 12 ключей. И, соответственно, в каждой фазе есть 4 ключа. 2 ключа работают на одном направлении, да, вращении двигателя, 2 ключа на другом. 4 не работают, работают 2. Но 2 ключа, что это нам дает? 2 ключа это уже не 3 миллиома сопротивления, это надо делить на 2, это уже 1,5 миллиома, да, вместо 5,5. И ток это уже не 120 ампер, а 240, так как 2 ключа в паре работают. И 240 ампер это уже как бы, ну, не 100, да, логично. Вот, поэтому, в принципе, для такого уровня контроллера я считаю, что ключи более чем по качеству. Дальше я глянул графики зависимости сопротивления от тока. Он практически горизонтальный, вот этот первый график, и это как бы не может не радовать. То есть при изменении тока там от 10 до 100 ампер РДС практически не растет. Ну, это по даташиту. Насколько это правда, сказать сложно. Ну, как бы вот данные от завода вы видите на экране. И характеристику сопротивления FET при токе 50 ампер в зависимости от температуры. Вот, и мы видим, да, что чем ниже температура, тем ниже сопротивление ключа. Естественно, он меньше греется дальше, и растет как бы КПД контроллера, что тоже как бы, ну, не может не радовать. Вопрос в том, как обеспечить снижение этой температуры. Потому что в стоке, да, если мы говорим про такую коробку, контроллер, ну, лайковский грелся в пике 140 градусов, я видел на датчике, этот где-то 105-110. Как сделать 50 постоянненько, да, чтобы электроника не напрягалась, вот это уже другой вопрос, и в этом видео мы как раз его и рассматриваем. На этом скриншоте мы с вами обратим внимание еще на 10-й график, и мы видим, что производителям заявлено, что токовая характеристика начинает падать при достижении температуры 100 градусов. И вспоминая даташиты на предыдущие контроллеры с лайки, там токовые характеристики шли вниз уже после 60 градусов. То есть 60 градусов для тех ключей это был уже Рубикон, и вот за 60, ну вот, выходить было вообще нежелательно. Про 140 я уже, ну, как бы и не говорю. Здесь запас до сотки, но опять же таки это даташит с завода. Насколько он соответствует действительности, я не знаю, поэтому чем ниже будет температура на ключах, и чем более она будет стабильной, тем лучше. Во время подключения китайского мотор-колеса с конченной китайской намоткой двигатель что-то брыкался достаточно долго, и мне режим обучения приходилось включать раз 8. И на плате не выдержали диоды, которые участвуют в фазных мостах, в работе фазных мостов. И сгорел один диод. Фото его вы сейчас видите на экране. Естественно, этот диод надо было как-то менять. Хорошо, что сгорели не все 3. Вот, то есть 2 осталось целых. И с большим трудом на этих мисипусеньких деталях, там 1-2 миллиметра, с телефона, увеличив изображение в 10 раз, я смог прочитать их маркировку, потом найти, заказать, и, соответственно, вот этот диодик как бы я перепаивал.
Крепление вот этой вот конченной пластинкой фетов на прямой корпус у меня вообще никак не устраивало. Это через жопу сделанная технология, и со старта я решил все-таки сделать как положено. Заранее заказывал несколько вот таких вот корпусов под крепление теплового буфера болтами снаружи. И, соответственно, здесь вот эта вот сторона, да, она не выпуклая, да, уже изначально предназначенная под крепление ключей, а она ровная. И, соответственно, сюда, да, я могу уже поставить тот буфер, который я считаю эффективным, и отдельно к буферу укрепить мосфеты, потом их с буфером уже вставлять в корпус и сам буфер крепить к корпусу. Таких вот коробок я нашел штуки 4. Одна уже стоит с таким вот контроллером в самокате, чудесно работает. Вот, и еще 3 штуки у меня вот таких вот осталось. Естественно, соответственно, эти корпуса надо найти. Это редкость на сегодняшний день. Вот. Во-вторых, саму плату здесь надо четко подогнать под размеры, чтобы она нигде не гуляла, не болталась, да. Выжать ее, вот этот паз от ключей. И, соответственно, в стоковом контроллере, там, где идет вот эта вот выпуклость под ключи, здесь ее нету, значит, сюда надо сделать буфер. Вот. И, естественно, из алюминия я этот буфер делать не планировал никогда. Встал медный, встал очень шикарно. И результатами я доволен. Здесь мы с вами поговорили только про корпус, а про буфер, соответственно, и то, как он выглядит, да, то, как он стал, мы поговорим чуть-чуть позже. Здесь пока только отмечу, да, что так как корпус другой, да, то есть, отверстия у него другие, да, как бы размеры крышек другие, то, соответственно, под этот корпус, да, то надо было как бы и перетачивать, делать другие крышки. То есть брались другие крышки, в них сверлились дырки, подгонялись под размеры, чтобы они нормально вставали. И, соответственно, в этих крышках еще делалось отверстие для того, чтобы разместить на крышках вентиляторы для проточного охлаждения, для быстрого съема тепла с теплового буфера. Вот так вот выглядит уже расточенная крышка, подготовленная с отверстиями по размеру и с кругом под установку вентиляторов. Естественно, нулевое обслуживание контроллера невозможно без подготовки курка к езде, и это делать надо обязательно, потому что если курок не обслужить, то в какой-то момент можно как бы натолкнуться как бы на беду. Что по курку? Естественно, он был разобран, как бы внутри осмотрен. По курку проклеились вот эти вот все 4 гайки суперклеем, чтобы они не болтались. Далее, что очень важно, вот в этом месте снутри курка вклеен магнит, да, в курок, но он вклеен на какой-то китайский говноклей, и этот клей со временем он, допустим, летом при температуре плюс 40 он мягчает, и этот магнит вываливается. Меня эта история как бы абсолютно не устраивает, поэтому при съеме курка, естественно, я этот магнит проклеил, клей зашлифовал, и теперь этот магнит в курке держится намертво. В самом курке внутри я отрегулировал жесткость работы пружины, потому что в стоке она очень жесткая. Вот, то есть сжать курок как бы сложно, можно превысить усилие и пойдет резкий газ. Поэтому пружину я
подогнул, во-первых, чтобы она не выскакивала из пазов, это очень важно, может выскочить и самокат будет ехать без вашего участия. Во-вторых, переместил фиксацию загиба в другое место, чтобы курок стал мягче. Сейчас пересматриваю свой архив, к сожалению, не наделал фотографии во время ТО курка, сейчас об этом жалею, поэтому приходится рассказывать про обслуживание немного на пальцах. Вот. Что еще важно отметить, надо зафиксировать вот этот болт, потому что он в стоке ничем не фиксирован, и в какой-то момент постоянно курок вращается, этот болт может выкрутиться, и курок просто улетит на асфальт. Вот. Поэтому во время обслуживания курка надо этот болт посадить на фиксатор, чтобы он там стоял намертво. Ну, естественно, вход как бы, да, деталей друг в друга, да, вот эти вот все места по кругу, ну, вот, они очень-очень тонким слоем просиликонили с нейтральным герметиком РТВ-904, чтобы там была такая как бы резиновая прокладочка и не было доступа воды туда. С платы я сделал бесполезный USB-порт, отломал его вместе с проводками. Все провода на плате также посадил на клей 505, чтобы они от тряски не отломались, чтобы они там надежно фиксировались не только как бы проводом, но чтобы клей захватил и изоляцию, чтобы было надежно. Ну и естественно вот эти вот места, да, я не знаю, вот зачем вот эта пимпа здесь, да, кругленькая. Вот это место для выхода USB, да, вот эти вот две точки. Я по кругу прошелся суперклеем, то есть сделал их герметичными, чтобы вода тоже туда, ну, никак не попала. С чем я еще часто сталкиваюсь при обслуживании курков. Вот видите, получается вот этот стык, да, зажим, как бы поджим гаек, да, винтами. Получается, когда вы уже до конца все это выжали, то все равно курок вращается на руле. То есть 22-й руль, а бывает такое, что курок рассчитан на 24-й. То есть ему вот этой обоймы не хватает для того, чтобы выжаться на руле. И частенько приходится вот эту вот область стачивать. Видите, вот как бы еще гайки не выжаты, да, но сам пластик, он, видите, идет как бы наискосок. И если вы его выжимаете, он уже уперся во встречную сторону. Вот, и получается, чтобы был какой-то запас, чтобы 22-й руль обжать, приходится брать, ну, напильник здесь не залезет. Получается, я брал сначала канцелярский нож, с сторон курка я срезал как бы лишний пластик, вот так вот. И, соответственно, ну, он как бы был немножко неровный, напильник туда не влазил. Я брал алмазные пилки, есть у меня наборчик, тоже вам рекомендую его купить. И вот этими алмазными пилками уже как бы доводил вровень, да, чтобы оно было ровненько. И после этого уже тогда вот этот вот круг, да, я не знаю, он на 24 диаметр, по-моему, рассчитан. Тогда он уже нормально обжимает 22. Ну, для того, чтобы весь руль как бы не обматывать изолентой, да, чтобы это было как-то более-менее по-человечески, скажем так. Вот это такие базовые вещи, да, которые вспомнились, но однозначно не все, про обслуживание курка. Здесь мы с вами поговорили про основные аспекты обслуживания контроллера, да, про подготовку к обслуживанию его, да. Ну и в следующем видео уже на более экспертном уровне, да, я поговорю про методы реализации задуманного, да, и то, какие результаты все это принесло. А на сегодня не прощаюсь с вами, а говорю до свидания и ждите выпуска следующего ролика. Бай-бай.